Друзья, забудьте все, что вам рассказывали в унылых пресс-релизах. Сегодня мы погрузимся в закулисье Всероссийского велосипедного тест-драйва, ну или ВВТ. И тут нам обещают показать светлое будущее отечественного велорынка. Ну и небольшой дисклеймер, друзья, я обойдусь без тусклого перечисления модельных рядов, новых расцветок, там, деталей, вроде того, какой переключатель поставили на очередной байк за 100 тысяч рублей. Давайте честно, львиная доля представленного здесь импортозамещения – это банальные китайские каталожки с наклеенными локальными шильдиками. Искать там откровения или глубокую инженерию – занятие довольно бесполезное. Да и вам это вряд ли будет интересно. Поэтому формат ролика очень простой. Немного иронии, трезвый взгляд на вещи и фокус только на тех редких и действительно любопытных моделях, за которые на этой локации хоть как-то цепляется глаз. Сама идея ВВТ задумывалась неплохо. Собрать представителей брендов, рассказать о новинках, дать людям протестировать железо в деле, ну и собрать обратную связь. Звучит, конечно, здраво, но реализация, как обычно, пошла своим особым путем. Первое, что бросается в глаза на локации, а происходило все это безобразие в парк-отеле «Лесной» под Солнечногорском, это общий уровень организации. Информационный вакуум вокруг мероприятия, отсутствие внятного сайта и доступной информации, постоянной задержки и смещения в регламенте конференций. Один только канал в Максе для координации во время события чего стоит. И, кстати, организаторы много говорили про емкое слово «маркетинг» на конференциях. Правда, все активации с грехом пополам вели только во ВКонтакте, ну еще и в мессенджере Макс. Друзья, напишите в комментариях, переписываетесь ли вы в Максе и делаете ли вы посты во ВКонтакте. Есть ли там аудитория? Может, я чего-то упускаю? В общем, пока эксперты с умным видом вещают у стендов про очередные прорывы, реальная картина выглядит довольно хаотично. Тем не менее, среди этого праздника китайского каталога можно откопать весьма фановые вещи. Например, складная линейка Вельт от сети магазинов Кант. Ребята решили включить ее в ассортимент по принципу «чтобы было», но со стороны действительно выглядит неплохо. В случае адекватной розничной цены они вполне смогут занять свою нишу на рынке. Или вообще Schultz Speed Disc. Мой личный выбор лучшего байка мероприятия. Но давайте обо всем по порядку. Моим абсолютным фаворитом среди городских концептов стал Schultz Speed Disc. Это просто праздник какого-то инженерного лаконизма. Байк быстрый, собранный без лишних подножек и крыльев, на 10-скоростной трансмиссии. На фоне скучных конкурентов он выглядит как глоток свежего воздуха. Но предназначен конкретно этот экспонат для совершенно другого. Угадайте, какая у него была задача? Давайте послушаем организатора конференции Владимира Шумова. Этот Schultz, который очень легкий и складной, по сути является шоссейным складным велосипедом, будет разыгран за лучший контент на нашей конференции и на лучшего тест-драйвера, то есть те, кто проверяет велосипеды, тестируют. И этот велосипед, я не знаю, не надо описывать технические характеристики, с него можно просто кайфовать. И когда первый раз на него сел, подумал, как велик складной может ехать, ну вот так. Разумеется, самый лучший и интересный контент по этой конференции прямо сейчас на ваших экранах. Правда, мой ролик вышел сильно позже подведения итогов, так что этот Шульц прокатил мимо меня. Друзья, но вы напишите в комментариях, как считаете, стоило ли отдать этот байк на тест именно мне. Ну и если вам в целом откликается такой формат видеороликов, обязательно поставьте этому видео лайк. Ну и не забудьте проверить свою подписочку. А прямо по соседству Schultz выкатил абсолютную противоположность. Желтый мини-гревел «Шмель». Фановый внешний вид, стальная рама, пухлые 20-дюймовые колесики и высокий BMX-руль. Но логика этого концепта скорее вызывает вопросы. Складного механизма тут нет. Рама полноразмерная, а из-за стали байк получился откровенно увесистым. Нельзя просто так взять и бросить его в багажник. Так для чего же он нужен? Ну, наверное, развлечься, съездить за пивом на стиле. Ну или проехать пару километров до парка. Как единственный городской байк, вариант крайне спорный. Но как фановый аттракцион под настроение, почему бы и нет? Если кто-то на этой выставке и вытягивает понятие «российский бренд» на себе, то это парни из ТСБ с мемной расшифровкой «так себе байки». Антон Степанов и Артем Борискин не просто везут коробки из Азии. У них свой завод в Питере и собственная школа сварщиков. Их модель «Бурелом» и линейка стальных хардтейлов – это своего рода хай-энд для тех, кто понимает, за что платит. Давайте послушаем, что Антон говорит про модель «Бурелом».
Это наш всепогодный велосипед ТСБ «Бурелом», сделанный в Санкт-Петербурге. То есть рама, вилка сварены в Санкт-Петербурге, навеска поставлена, установлена. В Питере в коробке мы сами упаковываем эти велосипеды. Это туринг, хромолибденовый велосипед, который позволяет ездить как с жесткой вилкой, так и с амортизационным ходом 80 мм, небольшим ходом. Сделан он на 29-х колесах для того, чтобы можно было отправляться в путешествие, при этом получить максимальную отдачу от педалирования, благодаря фирменной подкове, которая в ходе уже многочисленных тестов показала, что она офигенно едет. Отдельная комедия выставки – это бесконечные разговоры диванных экспертов про 32-е колеса. Кстати, у меня была возможность сопоставить их вживую. Гигантский 32-й диаметр против 29-х колес на моем Scott Spark RC. Давайте уже с вами выбирать между серийным, как мне сказали, вельтом со странным названием XXX и, что на самом деле римскими значит 32, и старыми добрыми 29-ми колесами на моем Scott Spark RC T-мышью. Кстати, по вельту напомню, что это бренд Канта. Они решили не мешкать и выпустили это чудо на 32-х колесах. И что же у нас по факту? Стандартные бустовые оси и гигантские обода. Колеса стали на треть менее жесткими по сравнению с найнерами. Сама рама выглядит, мягко говоря, кринжово. Если присмотреться, больше похоже на плод какой-то нелюбви и дизайнерских метаний. Эдакий бастард от мира велостроения. А по отзывам тех, кто успел протестировать, и я, кстати, тоже успел, байк реально не катит. Впрочем, друзья, первый блин часто выходит комом. Это нормально для экспериментов. Тем не менее, в этом сегменте активно выступают ребята с брендом True, с моделями Батя и Вольт. За самим брендом True стоят инженер Георгий, который параллельно разрабатывает линейки для Stark, и глава компании Антон, который остался незамеченным. Их цель – делать душевные байки в бюджете от 33 до 100 тысяч рублей, без скучной серийки в стиле Вельт, Альпенбайк, или, прости господи, Стингер. Георгий подкупает трезвым подходом. Говоря про 32-е колеса, он честно признает, что 29-й формат они точно не убьют. Разумеется, это не массовое решение, разумеется, оно не выдавит ни 26-е, ни 27-е, ни 29-е колеса, потому что они банально универсальнее, но под определенный контекст использования оно абсолютно рабочее и очень классно и интересно. Лично себе я 32-е колеса теперь очень хочу и уже начинаю на них собирать велосипед. Вот так. Ребята проработали геометрию так, что даже на их самом коротком гравийнике оверлап составляет 92 мм, при рекомендуемом минимуме от 80 мм. Давайте послушаем, что сам Георгий говорит о том, для кого они делают велосипеды на 32-х колесах. Изначально 32-е колеса мы выбрали для концепции ригидного МТБ велосипеда для длительных, быстрых поездок по неровностям, посчитав, что больший диаметр под это назначение подойдет. Такая идея была еще в августе прошлого года, когда даже BMC не анонсировали свой в Instagram прототип контрейника на 32-х колесах. И с того момента было несколько прототипов, и вот один из них, он постоянно обкатывается. И потом мы просто получили положительную обратную связь, что такие колеса людям нравятся, нужны, есть желающие, и начали пытаться расширить их использование, в том числе подготовив прототип велосипеда на руле дроп-бар и прототип алюминиевого велосипеда уже на мягкой вилке контрийного хардтейла. Поэтому, подытожив, для чего они нужны? Для длинных поездок по неровностям, по сыпухам на достаточно большой скорости, потому что за счет диаметра эту скорость легче поддерживать. Меньше утыканий в неровности и, в принципе, за счет массы маховика у них больше инерции. Вот так. Но вы сами понимаете, что 32-е колеса True стоят на велосипедах начального уровня. И катят они соответствующе. На тестовых байках ты едешь как на ватном матрасе. Нажимаешь на педали и вообще не понимаешь, ускоряется он или нет. Но на самом деле трушники реально молодцы. И сам стандарт 32 дюйма пока в самом начале своего пути. С массовой доступностью стандарта Super Boost ситуация на рынке может кардинально измениться. И естественно, если взять действительно крутой кастом на карбоновых ободах с ценником как минимум от 300 тысяч рублей, катить он будет совершенно по-другому. Вот тогда преимущество огромного диаметра раскроется на максимум. И, кстати, друзья, я подробно разбирал все плюсы и минусы 32-х колес в отдельном ролике. Обязательно посмотрите его, если вдруг еще не смотрели.
Ну давайте переходим к бренду Аспект. И мне удалось пообщаться с директором по оптовым продажам Николаем Лесным. И первый байк, который привлек мое внимание, это красный двухподвес Аспект Доминант. Это обычная четырехрычажка с роликом-паразитом. Но, внимание, ее цена от 231 до 269 тысяч рублей. При весе велосипеда 17 килограмм Николай обещает жесткий демпинг, уверяя, что аналоги стоят на сотню дороже. В серии обещают поменять кокпит и амортизатор. Но пока это классический пример маркетинга вокруг китайской платформы, где главный аргумент – это цена. Следующий интересный байк у Аспект – это гравийник Softail Allroad CF Expert за 177 тысяч рублей. У него карбоновая рама с эластомером, который крепит перья к верхней трубе, а также зазоры под покрышки до 50 мм. Но на практике эффект от этой резинки вообще не чувствуется, хотя Николай убеждал меня в обратном. Кстати, друзья, у меня есть телеграм-канал, где я постоянно публикую интересные новости про тренды Gravel. И не помню точно, но в одном из постов я сослался на эксперта, который утверждает, что если твоя гравийная рама не вмещает резину от 50 мм, то платформа уже устарела. Тот же новый Scott Edict 2027 года сможет переваривать резину до 57 мм, а это, между прочим, 2,2 дюйма. В общем, суть тут простая. Эластомер — это реально бесполезная штука. Куда важнее нормальные зазоры и флекс самого карбона. Но за 177 тысяч рублей такое, конечно же, не получишь. Вот и вся разница между маркетингом на бумаге и реальными технологиями. Ну и замыкает тройку интересности от Аспект. Реально классная модель. AMP CF Race за 250 тысяч рублей. Это карбоновый XC Hardtail на вилке RockShox Seed и электронной трансмиссии Shimano XT D2. Главный инсайт, который мне удалось узнать, что раму не заказывали по какому-то китайскому каталогу. И, друзья, тут вам стоит знать одну вещь. Все карбоновые байки под локальными шильдиками – это китайский OEM с переклеенной этикеткой. Разработка собственной карбоновой матрицы стоит очень дорого, и это совершенно нерентабельно для российских марок. В Аспект поступили хитрее, они просто выкупили патент на раму у швейцарского бренда. В итоге получился породистый байк с классической геометрией и внутренней проводкой. Впрочем, друзья, мода на XC Hardtail'ы во всем мире угасает. Современные кросс-кантри сейчас гоняют на двух подвесах с ходом 120 мм. Посмотрите на Кубки мира. У меня, кстати, о них очень много роликов на канале. Там вообще никто не едет на Hardtail'ах. Даже компания Scott сократила гоночную линейку Scale RC, сместив ее более в средний сегмент в сторону Scale. Так что, друзья, если вы хотите катать кросс-кантри, то это однозначно двухподвес. А Hardtail'ы сейчас массово превращают в гравийники с жесткими вилками. Один из таких крутых байков я уже разбирал у себя на канале и проехал на нем гравийную гонку. Кстати, говоря о подобных гибридах, давайте посмотрим, что у нас тут есть от Alpine Bike. На стенде засветился гибридный гравийник от Alpine Bike в уникальной раскраске. Попытка скрестить стандартную XC-раму с жесткой вилкой, как это произошло у Scott Scale Gravel. Максим из World Bike, а также создатель велосообщества Bike Brothers, в разговоре признался, что на создание этой сборки его вдохновил никто иной, как... Ну, смотрите сами. И перед вами коллаборация от одноименного велосообщества, от компании Alpine Bike, потому что рама здесь Alpine Bike Prime, и Neutrino Components, потому что шатуны, звезда, зажим подседельного штыря, крышка рулевой, это все от Neutrino Components. То есть это прототип велосипеда, который может появиться в серии, выполнен в стиле фильма «Безумный Макс», потому что он мне очень нравится. Здесь, как вы можете видеть, карбоновая ригидная вилка, то есть это некий гибрид. Такого на рынке нету. Если честно, то вдохновлялся я моделью Scott Gravel RC. Считаю, это один из красивейших и стильных велосипедов на рынке МТБ с ригидной вилкой. В общем, приятно задавать тренды даже на таких локальных конференциях. Да, кстати, и прямо рядом с ним стоял настоящий памятник инженерному отчаянию. Розовый, раздутый электро-Alpine Bike. И я уже грешным делом подумал, что это свежая модель. Но бренд-менеджер Паша Вячеславов честно признался, что байк старый и привезли его просто как дежурную табуретку, чтобы перемещаться по выставке. Страшная рама, допотопная электроника, ноль каких-то идей. В общем, наглядное напоминание о тех временах, когда бренды пытались
пытались бездумно заказывать любой китайский e-байк, пока рынок не завалили более или менее нормальные аналоги по параллельному импорту. А еще у меня взгляд упал на модель Welt Flow. Это типичный представитель серых будней подобной выставки. Обычный базовый двухподвес без лица, истории и каких-либо интересных решений. Посмотрели, пожали плечами, ну и пошли дальше. Друзья, когда я сидел в конференц-зале и слушал презентации участников ВВТ, я поймал себя на одной четкой мысли. Все вокруг обсуждают исключительно технические характеристики. Никто не говорит о реальных впечатлениях от катания, тех самых ощущениях, к которым я так привык на международных сейлс-митингах и дилерских B2B встречах. Все презентации сводятся к сухому перечислению характеристик. Здесь у нас ось вместо эксцентрика, здесь у нас китайский воздух в вилке, а здесь перья 430 мм. В общем, локальные бренды продают таблицы Excel и привлекательные цены, но никто не продает эмоции. И я вам скажу, почему это в корне неверно. Потому что на трассе все эти нафаршированные байки тупо не едут. Ускорения вялые, модуляцию тормозов нет, а вилки работают только на галочку. Да что там говорить, мой простой складной Дахон на стальных втулках и насыпных подшипниках едет, катит и рулится на порядок гармоничнее, чем нафаршированный раскат от Яндекса на ремне и промах. Кстати, вы наверняка уже поняли, что я большой фанат складных велосипедов. У меня в личном парке уже 2 складничка. Это как раз самый дешевый Дахон и китайский Яндекс. Я их очень люблю, потому что они занимают мало места, а кататься у меня любит вся семья и нужно много велосипедов. И в ближайшее время я сделаю интересный обзор этих великов. Так что, друзья, подписывайтесь на мой канал и обязательно ставьте колокольчик. Но давайте с вами вернемся к презентациям. Если сравнивать с европейскими, то, например, у Scott всегда было золотое правило маркетинга. Важны история и ощущения. Именно это в конечном счете и дает эффект от велосипеда, а не сухие характеристики на бумаге. После всех этих мучений я выкатил на локацию свой Scott Spark RC. Просто сел, нажал на педали, и он тут же выстрелил. Ну и главное, брендовый велосипед может быть дороже и даже с худшим обвесом. Но, друзья, он сбалансирован и катит лучше. Тут важно понимать, что байк — это не просто набор характеристик, а в первую очередь впечатления, которыми ты сможешь поделиться с другими людьми, а также качество его поведения и управляемость на трассе. И ладно бы проблемы были только с железом. Мне удалось пообщаться с маркетологом этого мероприятия, Екатериной Смирновой. На вопрос, почему ключевые анонсы, расписание и навигация отсутствуют в Telegram и на YouTube, где находится вся живая и платежеспособная аудитория, я получил гениальный ответ. А там просто нет кабинета таргета, и мы не можем ничего отследить. Вместо того, чтобы идти туда, где есть зрители и деньги, маркетинг ВВТ выбирает путь наименьшего сопротивления. Замыкается на ВКонтакте и мессенджере Max. Кстати, аналогичное замечание, что такой подход оставляет выставку в информационном вакууме и отпугивает реальных клиентов с деньгами, мне с улыбкой ответили: а нас все устраивает. Вот и получается парадокс. Бренды везут железо, ТСБ варят рамы, ТРУ считают миллиметры оверлапа, а продвигает это все система, которую искренне устраивает статус закрытого междусобойчика. В общем, с переписками только в Максе и постами во ВКонтакте, а также падающими великами на стендах, эта конференция пока только выглядит как отличная задумка, которая разбивается о катастрофический уровень исполнения. У площадки есть реальный потенциал, но пока маркетинг мыслит категориями 20-летней давности, серьезным игрокам делать здесь абсолютно нечего. Друзья, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого безобразия. Ну и не забывайте про лайки и подписочки. А мы с вами увидимся в следующем ролике.